Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодня я к вам с новыми носочками. Вернее, с носочками с новым узором. Ну, наконец-то воскликнут многие из вас, которые ждали именно носочки. Так, девочки, смотрите. Вот такой прекрасный узор, который я использовала при вязании этих носков. Это рельефный узор из коллекции американского дизайнера вязаной одежды Норы Гоан. Вот так прекрасно он выглядит. Посмотрите, как вот мне прям очень нравится, как возвышается над полотном, да, такой немножко эффект 3D, как мы сейчас говорим. Так. Носочки связаны у меня на два размера. Голубые связаны на размер 36-37. И цвет фисташки или цвет оливы, как многие называют, на размер 38-39. Совершенно одинаковое количество петель при наборе. Это 72 петли. Набирала я как для большого размера, так и для маленького. Разница в петлях у меня будет после формирования клина подъема. На большом размере у нас по подошве остается 33 петли, а на маленьком размере по подошве остается 31 петля. То есть разница в 2 петли. И еще одна существенная разница – это спицы. Маленький размер я вязала основное полотно на спицах 2,25, а манжету вязала на спицах номер 2. Большой размер я все полотно вязала на спицах 2,5, а манжету вязала на спицах 2,25. Вот такая разница. Одинаковое количество петель, высота в раппортах также одинаковая. Это 3 раппорта высота паголенка и 3 раппорта длина стопы. И то же самое у меня и на маленьком размере. То же самое. Конечно же, разница будет, поскольку спицы у нас разные. Ну вот видите сами, да, разница. Вот такая разница. Небольшая разница. По высоте уже смотрите сами. Так, что еще, девочки, хочу вам сказать. Здесь при перекрещивании петель мы используем особый метод автора узора. Именно автора узора. Когда я увидела как-то в одном из телеграм-каналов джемпер с этим узором, мне он очень понравился, я взяла схему и думаю, свяжу носочки. Количество петель раппорта всего лишь 12. Думаю, попробую связать носочки. Начала я вязать носочки и ничего не могу понять. Ну что здесь такого? Перекрестить 2 петли влево, либо 2 петли вправо. Но у меня получилось просто бесформенное полотно. Я не могла понять, что же происходит. Я уже пыталась пробовать вязать и бабушкиными петлями, и классическими, и вперемешку. И все равно у меня вот именно вот такого эффекта, вот такого рельефа не было. То есть просто непонятное какое-то бесформенное полотно получается. Конечно же, мне стало это интересно. Думаю, ну как же провязываются все-таки эти петли? Я нашла в интернете книгу Норы Гоан именно по рельефным узорам. Называется «Рельефные узоры». И я поняла, в чем моя ошибка. А ошибка в том, что у автора этого узора, то есть у Норы Гоан, свой метод провязывания петель с перекрещиванием вправо и влево. И далее я вам об этом это покажу и буду вам показывать и рассказывать. Вот. Немножко сложновато, да, будет где-то рядов 5, 6, 10, может быть, или даже целый раппорт, может быть, вам будет неудобно провязывать. Ну, а потом уже, я так думаю, вот я быстренько освоилась и дальше пошла уже быстро вязать. Вот. Так что здесь, конечно же, смотрите.
внимательно. Там дальше я все обо всем, вернее, очень скрупулезно я вам буду показывать. Поэтому у нас и получилось видео такое немножко длинное. Вот. Я вам оставлю тайм-код в описании под видео. Смотрите, по каждому ряду узору раппорта ссылочку, временную ссылку оставлю. И по этапам: манжета, паголинок, стенка пятки, чашка пятки, клин подъема, мысок. Вот. Я обязательно вам оставлю, чтобы вам не скакать по всему видео, а на временную ссылочку нажали и перешли к нужному вам этапу. Итак, девочки, и еще один момент. Я немножко там упустила при вязании, девочки. Когда мы начинаем вязать манжету, начинаем мы не с лицевой петли манжету, а с изнаночной петли. Я, конечно, об этом дальше скажу, но вот чтобы у вас время не уходило, в принципе, и сразу вы поняли, что вязать нужно именно с изнаночной петли. Начинать ряд вязать с изнаночной петли, так как у нас раппорт узора начинается с изнаночной петли. Так, по расходу, девчата, расход на размер 36-37 у меня ушло 74 грамма. А на пару размера 38-39 у меня ушло 80 грамм. Кого я заинтриговала этим узором, провязыванием петель определенным методом, присоединяемся и пошли вязать. Что необходимо нам с вами для вязания? Ну, во-первых, пряжа. Я в данном случае вяжу из турецкой пряжи Alize Superwash Artisan. Это носочная пряжа. Метраж 420 метров на 100 грамм и стандартный носочный состав. 75% шерсти и 25% полиамида. Вот. И вот такой красивый цвет фисташки. Так, далее, девочки, что же дальше нам необходимо? Конечно же, спицы. Манжету, или, как мы говорим, резинку, я вяжу спицами номер 2,25, длина лески 80 сантиметров. Основное полотно буду вязать спицами 2,5, также длина лески 80 сантиметров. То есть я вяжу методом Magic Loop. Кому неудобен этот метод, кто не может, пожалуйста, берите чулочные спицы, распределяйте все петли на чулочные спицы и вяжите. Схема узора. Схема узора, девочки, кто-то может сделать, вот я поближе ее вам показываю, может сделать скрин с экрана. Конечно же, я оставлю вам ссылочку на эту схему в описании под видео. Пожалуйста, переходите и скачивайте себе эту схему. По схеме узора у нас розовые квадратики обозначают перекрещивание петель с наклоном влево. Синие квадратики, прямоугольнички, да, из двух петель, показывают перекрещивание петель с наклоном вправо. Пустые клеточки — это у нас лицевая петля. И серые клеточки — это изнаночная петля. Здесь я для себя сделала вот такие заметочки карандашом. Это количество лицевых петель. Чтобы постоянно не считать, я просто сразу все отметила и посмотрела на схему и вяжу дальше. Так, по ширине раппорт узора состоит из 12 петель. Вот, раппорт у нас вот начинается с одной изнаночной петли. И высота раппорта 20 рядов. Также нам необходимы ножницы, необходима игла. С помощью иглы мы сшиваем мысок и прячем кончики нити на изнаночную сторону. Обязательно счетчик рядов и, конечно же, девочки, маркер для обозначения начала ряда. Сантиметровая лента. Нам она нужна для того, чтобы измерить высоту манжеты, высоту паголинка, высоту
стенки пятки и длину стопы. Длину стопы. Ну, у меня как бы все это отработано опытным путем. Я не использую сантиметровую ленту. Я уже примерно знаю, сколько мне надо рядов связать. Ну, для вас, конечно, для многих, те, кто спрашивает высоту, сколько вы провязали высоту манжеты или высоту паголенка, ну, конечно же, я тогда буду измерять и показывать. Так, ну все, девочки. Это все, что нам с вами необходимо. И переходим к набору петель. Берем спицы номер 2,25. Оставляем кончик нити. И обычным способом набираем 72 петли основных и 1 петлю для замыкания в круг. То есть 73 петли. Набираю я, девочки, обычным способом. Набрали петли, теперь продвигаем их на леску и делим вязание пополам. У нас 72 петли, пополам это будет 36, и 36 пополам это 18. Итак, попарно я считаю 18 пар. Раз, два, три, 4, 17, 18. Вот в этом месте мы должны перегнуть леску. Аккуратненько, вот таким образом перегибаем леску, тянем за леску и продвигаем петли на спицу. Так, на одну спицу и на вторую спицу. И располагаем спицы, девочки, следующим образом. Петли от начала наборного края у нас будут на передней спице. Они смотрят на нас как лицевые. Петли вот к концу рабочего наборного края, где вот кончик нити и рабочая нить, у нас будут на второй спице. Они смотрят на нас как изнаночные. Далее кончик оставляем справа, рабочую нить заводим влево. И приступаем к соединению вязания в круг. Для этого, так, петли все поправили, девочки, чтобы не перекрученные были. Продвигаем петли к концу спиц, к краю спиц. И последнюю вот эту дополнительную 73-ю петлю немножко вот так расслабляем и перекидываем на первую спицу. И за хвостики вот так подтянули. Далее этот хвостик придерживаем пальцами, вытягиваем вторую спицу и замыкаем вязание в круг. Для этого ввожу спицу в эту дополнительную петлю, вот под стеночку, и захватываю стеночку первой петли наборного края. Вот таким образом. И обе эти петли скидываю со спицы. И полученную петлю возвращаю снова на левую спицу. И хвостики вот так подтянули. И далее приступаю к вязанию манжета. Манжету я вяжу резинкой 1 на 1. Одна лицевая скрещенная, одна изнаночная. После наборного ряда все петли лежат к нам правой стеночкой. Скрещенную петлю я вяжу не за правую переднюю стеночку, а за левую дальнюю. Провязываю первую петлю лицевую скрещенную. Следующая у меня изнаночная. И дальше за заднюю левую стеночку скрещенная, изнаночная. Первый ряд будет немножко неудобно вязать, не пугайтесь. Дальше пойдет все намного проще. Итак, до конца ряда вяжем резинку 1 на 1, лицевая скрещенная за левую стеночку и
изнаночная. Изнаночную вяжу обычную за правую стенку. Провязали первый ряд и переходим к следующему ряду. Второй ряд и все последующие ряды вяжем одинаково, резинкой 1 на 1. Итак, лицевая скрещенная провязываем за заднюю левую стенку, и изнаночную здесь я уже провязываю за правую заднюю стенку. Видите, петля как у меня лежит, уже по-другому. Итак, левая здесь передняя стенка, а правая у нас задняя стенка. И вот за заднюю стенку я провязываю. Обязательно все петли провязываем за правые стеночки, кроме скрещенной петли. Итак, вяжем дальше резинку 1 на 1. Одна скрещенная лицевая, одна изнаночная. Вяжем на необходимую вам высоту. Закончили вывязывать манжету. У меня провязано 14 рядов, и высота манжеты, девочки, 3,5 сантиметра. Вот 3,5 сантиметра. Так, еще один момент. Я немного его упустила. Когда начинаем вязать с вами манжету, вязание лучше начинать с одной изнаночной петли, чтобы у нас в начале ряда была изнаночная петля. Если вы уже отвязали полностью манжету, тогда делайте следующим образом. В последнем ряду первую петлю, лицевую петлю, скрещенную лицевую петлю провязали и перекинули на вторую спицу, а со второй спицы первую также петлю провязали и перекинули на первую спицу, чтобы у нас было одинаковое количество петель на первой и второй спицах. Теперь переходим к вывязыванию паголенка. Берем с вами спицы номер 2,5, переходим на спицы 2,5 и постараюсь вам показывать поближе, поскольку перекрещивание, как я сказала, уже у нас немножко нестандартное перекрещивание петель. Первый ряд, первая петля изнаночная, следующие 2 петли у нас лицевая и изнаночная. Мы должны перекрестить с наклоном влево. Что я для этого делаю? Нам нужно при перекрещивании петель с наклоном влево, чтобы обе петли лежали к нам левой стенкой. Для этого я первую лицевую петлю разворачиваю вот таким образом. Видите, да? Она теперь лежит к нам левой стенкой, правая стенка у нее задняя. То же самое и с изнаночной петлей. Она лежит к нам левой стенкой, и правая стенка у нее задняя. И теперь начинаем выполнять перекрещивание. Для этого мы должны завести спицу сзади и сначала провязать вторую петлю за правую стеночку. Вот смотрите, я подхватила правую стенку, провязала. Вот я ее провязала, нить подтянула, петли не скидываю. И теперь провязываю сразу 2 петли вместе. Раз. У меня на спице 2 петли. И только сейчас я их скидываю. Вот таким образом мы перекрестили 2 петли с наклоном влево. Далее вяжем 5 лицевых. 1, 2. Провязываем за правые стенки. 3, 4, 5. Следующие 2 петли нам нужно перекрестить с наклоном вправо. Для этого нам необходимо, чтобы петли лежали правой стенкой к нам. Посмотрите, лицевая у нас лежит правой стенкой, а изнаночная лежит к нам левой стенкой. Поэтому я ее вот таким образом разворачиваю. Вот они, 2 петли правой стенкой. Подхватываю за вторую петлю
и провязываю 2 петли вместе, но я их не сбрасываю. И вторым этапом провязываю первую петлю еще за правую стеночку. Итак, я провязала 2 петли, и теперь я их скидываю. Вот, я их перекрестила с наклоном вправо. Далее у нас по схеме узора 2 изнаночные. За правой стеночки провязываем 1, 2. Итак, это у нас с вами раппорт узора. Давайте еще раз я вместе с вами повторю еще один раппорт. Итак, первая петля изнаночная. Следующие 2 петли нам нужно перекрестить с наклоном влево. Для этого нужно, чтобы они лежали к нам левой стенкой. Правая, вернее, лицевая петля лежит правой стенкой. Изнаночная петля лежит левой, правильно, а лицевую я разворачиваю. И теперь обе петли лежат ко мне левой стенкой. Затем завожу спицу сзади, подхватываю стеночку, правую стенку второй петли и провязываю ее. Вот так. Петли не скидываю. И сразу провязываю обе петли вместе за правые стеночки. И после этого я скидываю. То есть у меня было 2 петли, и вот у меня 2 петли на спице. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 2 петли я перекрещиваю с наклоном вправо. Для этого мне надо, чтобы они были, вернее, лежали правой стенкой ко мне. Лицевая лежит правой стенкой ко мне, а изнаночная левой стенкой. Поэтому я изнаночную разворачиваю вот так. И обе петли подхватываю за правые стеночки и провязываю вместе. Петли не скидываю. И сразу провязываю, девочки, первую петлю. Вот таким образом. И после этого я скидываю петли с левой спицы. Все, перекрестили 2 петли с наклоном вправо. И далее 2 изнаночных. 1, 2. Второй раппорт узора мы провязали. Немножко сложно для начала, но затем я думаю, что у вас все получится. И так далее. Вяжем до конца ряда второй ряд узора. 1 изнаночная петля, 9 лицевых. Провязываем за правые стеночки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 2 изнаночных. Все, второй ряд раппорта узора провязали и продолжаем до конца ряда. Третий ряд раппорта узора. Первые 2 петли нужно перекрестить с наклоном вправо. У нас изнаночная петля лежит к нам левой стенкой. Мы ее разворачиваем к себе правой стенкой. Провязываем сначала 2 петли вместе, не скидываем. И затем первую петлю сразу же провязали. И затем скидываем петли со спицы. Все, перекрестили. Далее 2 петли перекрещиваем с наклоном влево. Так как петли лежат к нам правой стенкой, мы их разворачиваем, чтобы они лежали к нам левой стенкой. Вот у нас правые задние стеночки. Заводим спицу сзади, провязываем сначала вторую петлю. Аккуратненько. Вот провязали вторую. И затем сразу 2 вместе. Провязали и скинули 2 петли. Все. 3 лицевых. 1, 2, 3.
Следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо. Они у нас уже лежат правой стенкой. Подхватили 2 вместе, провязали. И сразу первую петлю, одну, провязали, скинули со спицы. Следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном влево. Изнаночная петля лежит к нам левой стеночкой, а лицевая правой. Поэтому лицевую разворачиваем. И сначала провязываем изнаночную петлю. За правую стеночку провязываем лицевой, а затем 2 вместе. Провязали, скинули. И 1 изнаночная. Итак, вот раппорт узора. И далее также продолжаем до конца ряда. Переходим к 4-му ряду. В 4-м ряду провязываем 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 1 изнаночная. Итак, вот раппорт узора. И далее повторяем раппорт до конца ряда. Переходим к 5-му ряду. В 5-м ряду первые 2 петли перекрещиваем с наклоном влево. Для этого я их разворачиваю, эти петли, левой стеночкой к себе. Сначала провязываю 2-ю петлю лицевой, петлю подтянула, затем 2 вместе скинула. Итак, 2 петли провязала, вернее 2 петли перекрестила. Далее 1 лицевая. И следующие 2 петли также перекрещиваю с наклоном влево. Разворачиваю их правой стенкой к себе. Сначала провязываю за правую стеночку 2-ю петлю нижнюю. Затем провязываю 2 вместе. Скинула. Далее изнаночная петля по центру у нас будет в раппорте. И следующие 2 петли перекрещиваю с наклоном вправо. Подхватила за правые стеночки, вместе провязала, подтянула петлю. И первую петлю сразу провязала, скинула. Лицевая петля. Следующие 2 петли также провязываю, перекрещиваю с наклоном вправо. 2 подхватываю за правые стенки, вместе провязываю, подхватила, провязала, подтянула нить и следом первую петлю провязала. Все, 2 петли. Вот у меня на спице 2 петли. И лицевая петля. И так далее, девочки, до конца ряда повторяем. Переходим к 6-му ряду. Провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Это есть раппорт нашего узора. И продолжаем до конца ряда. Переходим к 7-му ряду. Провязываем первую петлю лицевой. Далее делаем перекрещивание влево. Для этого разворачиваем петли левой стенкой к себе. Провязываем сначала 2-ю петлю. Подтянули петлю, обязательно подтягиваем. Затем 2 петли вместе. Провязали. Далее перекрещивание вправо. За правые стеночки 2 петли вместе провязали, петлю подтянули и провязываем первую петлю. Скинули. 1 изнаночная. 2 петли перекрещиваем влево.
Для этого разворачиваем петли левой стенкой к себе, провязываем сначала вторую петлю, правую стенку подхватили, петлю провязали, подтянули ее и затем 2 вместе. Перекрещивание петель вправо, за правые стеночки провязали 2 петли вместе и затем первую петлю скинули, 2 лицевых петли. Итак, 7 ряд. Далее продолжаем до конца ряда. 8 ряд. Провязываем 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. 3 изнаночных. Вот здесь по центру у нас уже есть 1 изнаночная. И по краю 2 лицевых. Эти лицевые провязываем изнаночные. 1, 2, 3. Итак, 3 изнаночных и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И далее повторяем до конца ряда. 9 ряд. Провязываем 2 лицевых, 1, 2. Перекрещивание влево. Разворачиваем петли левой стенкой к себе. Провязываем сначала вторую петлю, подтянули, затем 2 вместе. Скинули 3 изнаночных, 1, 2, 3. Перекрещивание вправо. За правые стеночки подхватили, 2 вместе провязали, петлю подтянули и первую петлю сразу провязали, скинули 3 лицевых. 1, 2, 3. Итак, далее повторяем раппорт до конца ряда. 10 ряд. Провязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночных. 1, 2, 3 и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И далее продолжаем до конца ряда. В 11 ряду провязываем первые 2 лицевые петли. Далее делаем перекрещивание вправо. За 2 стеночки подхватываем, провязываем вместе и затем первую петлю. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Перекрещивание влево. Разворачиваем петли левой стенкой, провязываем сначала вторую петлю, затем 2 вместе и провязываем 3 лицевых. 1, 2, 3. Все. И далее повторяем до конца ряда. В 12 ряду провязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночных. 1, 2, 3 и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И далее повторяем до конца ряда. 13 ряд. Первая петля лицевая. Затем провязываем, делаем перекрещивание вправо. За 2 петли, за правые стеночки 2 петель провязали вместе. Петлю подтянули и первую петлю. 1. Затем делаем перекрещивание влево. Для этого лицевую петлю разворачиваю, сзади провязываю изнаночную лицевой и 2 вместе, скинула. 1 изнаночная, перекрещивание вправо,
изнаночную петлю разворачиваю правой стенкой, провязываю 2 петли вместе, подтягиваю петлю и первую петлю скинула, и перекрещивание влево, разворачиваю петли левой стенкой к себе, провязываю сначала вторую петлю, затем 2 вместе, 2 лицевых, 1, 2. Все, раппорт узора у нас с вами провязан. И вяжем, повторяем раппорт до конца ряда. В 14 ряду провязываем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная и 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. И далее продолжаем, повторяем до конца ряда. 15 ряд. Первые 2 петли перекрещиваем вправо, провязали 2 вместе, петлю подтянули и первую петлю скинули, 1 лицевая, снова вправо перекрещивание, 2 вместе провязали, затем первую петлю скинули, 1 лицевая, далее перекрещивание влево, разворачиваем 2 петли левой стенкой к себе, провязываем нижнюю вторую петлю, затем 2 вместе, лицевая. Следующее перекрещивание влево, также разворачиваем, провязываем вторую петлю, затем 2 вместе, скидываем, 1 изнаночная. Итак, и повторяем до конца ряда данный ряд раппорта узора. В 16 ряду провязываем 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 1 изнаночная. И так далее повторяем до конца ряда. 17 ряд. Перекрещивание влево, развернули петли, провязали сначала вторую петлю, подтянули петлю, затем 2 вместе, перекрещивание вправо, 2 петли вместе провязали и первую петлю, 3 лицевых, 1, 2, 3. И снова перекрещивание влево, развернули вторую петлю, провязали сначала, затем 2 вместе, перекрещивание вправо, 2 вместе провязали и первую петлю и 1 изнаночная. Итак, это у нас 17 ряд раппорта узора. И продолжаем повторять до конца ряда. В 18 ряду провязываем первую петлю изнаночной, далее 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 2 изнаночных, 1, 2. Итак, далее повторяем до конца ряда. 19 ряд, первая у нас петля изнаночная, затем перекрещивание вправо, подхватили 2 петли за правой стенки, провязали и первую петлю провязали, скинули, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, перекрещивание влево,
разворачиваем петли правой стенкой к себе, провязываем сначала вторую петлю за правую стеночку, затем 2 вместе и 2 изнаночных. 1, 2. И повторяем до конца ряда. И последний 20 ряд нашего раппорта. 1 изнаночная петля, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 2 изнаночных. Итак, раппорт провязали и повторяем до конца ряда. Закончили вывязывать последний ряд раппорта. Итак, мы отвязали с вами 20 рядов. Вот такая вот мелкая шотландская клетка у нас получилась. Посмотрите, как красиво смотрится. Далее вяжем паголинок на необходимую вам высоту. Закончили вывязывать паголинок. Итак, у меня полных 3 раппорта. Сейчас я измерю в сантиметрах. Это для тех, кто постоянно спрашивает, сколько вы отвязали в сантиметрах. Так, девочки, смотрим. Итак, вместе с манжетой у меня 17 сантиметров. Вот 17 сантиметров. С учетом того, что манжеты у меня 3,5 сантиметра, следовательно, у меня паголинок высотой 13,5 сантиметров. Сейчас переходим к вывязыванию стенки пятки. Стенку пятки я вяжу на петлях первой спицы. На петлях первой спицы. Так как у меня 72 петли, наборных петли было, то есть на каждой спице у меня по 36 петель. Смотрите, первая спица, у меня петли первой спицы начинаются с 1 изнаночной и заканчиваются 2 изнаночными. И то же самое у нас и на второй спице. И чтобы у нас с вами была симметрия, мы на первой спице последнюю изнаночную петлю перенесем на вторую спицу. То есть 36 минус 1 это будет у нас 35 петель на первой спице. Так, вот здесь вот мы перегибаем леску и последнюю петлю переносим вот так. Все, перенесла. Теперь по второй спице. У меня было 36 петель. Я прибавила еще 1 петлю, то есть перенесла с первой на вторую. Сейчас у меня 37 петель. И начинаются петли спицы у меня с 2 изнаночных и заканчиваются вот также 2 изнаночными. То есть все у нас с вами симметрично. И приступаю к вывязыванию стенки пятки. Я вяжу укрепленным узором. И смотрите, как я вяжу стенку пятки. Первые 2 петли и последние 2 петли. В лицевых рядах я буду провязывать всегда лицевыми, а в изнаночных рядах я их буду снимать. Это первые 2 петли и последние 2 петли. И у меня по краю стенки пятки своего рода образуется небольшой шнур I-cord на 2 петли, за которые я потом буду поднимать петли по краю стенки пятки. Мне так нравится. Вы, в принципе, можете вязать стенку пятки так, как вам больше нравится. Я показываю так, как я вяжу. Итак, первые 2 петли за правые стеночки провязываю лицевыми. И далее у меня идет укрепленный узор. Лицевая петля, следующую петлю снимаю. Снимаю за правую стенку. Следующая лицевая петля, следующую снимаю. Лицевая, снимаю.
лицевая, снимаю, лицевая, снимаю. И так я вяжу, не довязывая последние 2 петли. И предпоследняя петля у меня должна быть лицевая, так как на спицах у меня нечетное количество петель. Итак, девочки, вот у меня 3 петли осталось, и последняя петля укрепленного узора у меня лицевая. То есть вот здесь я начинала укрепленный узор с одной лицевой петли и заканчиваю одной лицевой петлей. Последние 2 петли провязываю лицевыми петлями за правые стенки. Разворачиваем вязание. По изнаночной стороне первую петлю и вторую петлю мы просто снимаем нить перед работой. Следующие петли провязываем. Все петли, кроме последних 2, провязываем изнаночными. Но здесь смотрим, за какие стенки мы их провязываем. Петля, которую мы провязывали лицевой петлей по лицевой стороне, лежит к нам, посмотрите, правой стенкой. И мы ее провязываем за правую стеночку, как положено. Петля, которую мы снимали в лицевом ряду, она лежит к нам левой стенкой, а правая стенка у нее дальняя. И именно за левую стеночку мы и будем ее провязывать. Эту петлю вы увидите, перед ней вот такая протяжка. Именно для этого, чтобы она лежала к нам левой стенкой, мы ее снимали в лицевом ряду за правую стеночку. Итак, провязываем за левую стенку. И тем самым она по лицевой стороне перекручивается. И вот в этом заключается укрепленный узор. Итак, за правую стеночку, следующую петлю, которую мы провязывали лицевой по лицевой стороне, и за левую стенку петлю, которую снимали по лицевой стороне, и так далее. Вяжем за передние стеночки, как у нас лежат петли. Вяжем все петли, не довязывая последние 2 петли. Последние 2 петли, нить перед работой, мы просто снимаем. Все, разворачиваем вязание на лицевую сторону. И следующий ряд мы провязываем так, как первый ряд. Обратите внимание, рабочая нить у нас находится у 3 петли. Почему-то многих это смущало. И мне писали комментарии, как же вязать 3-й ряд. Девочки, так же, как и первый. Первые 2 петли провязываем лицевыми петлями, а дальше вяжем укрепленный узор. Здесь обратите внимание, что петли уже лежат к нам левой стенкой к нам, а правая дальняя. Итак, провязываем лицевую за правую стеночку, а следующую петлю снимаем также за правую стенку. Сняли. Лицевая, сняли. Лицевая, сняли. Остались 2 петли, и эти 2 петли за правые стеночки я провязываю лицевыми. Все. Разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем все петли изнаночными за передние стеночки, кроме первых 2 и последних 2, которые мы снимаем, не провязывая. И вот такой вот узорчик у нас с вами получается. Видите? Вот эти дорожки, это и есть петли, которые мы с вами снимаем в лицевом ряду, а в изнаночном провязываем за левую стеночку. И далее продолжаем, повторяя 1 и 2 ряд, вязать высоту стенки пятки. Какую же высоту вязать? На размер 38-39 мы вяжем 6,5 сантиметров. У меня вышло 32 ряда. Выходит. На размер 36-37 вяжем 6 сантиметров.
Так как у меня носки на размер 36-37 я вязала на спицах меньшего размера, у меня также вышло 32 ряда 6 сантиметров. Итак, девочки, вяжем стенку пятки на необходимую вам высоту. Отвязали стенку пятки. Сейчас мы измерим в сантиметрах примерно. Сколько у нас получилось, девочки. Итак, вот 6,5, где-то 6,7. Вот так у меня получилось. 6,7. Ну, это я вот немножко вытянула. Если не вытягивать в спокойном состоянии, 6,5 сантиметров. Этого мне достаточно для моего размера. Далее приступаем к вывязыванию чашки пятки. Для того, чтобы мне связать чашку пятки, я должна общее количество петель разделить на 5 частей. По 2 части мы будем отдавать на боковые, вот эти сектора, и одну часть на центральный сектор, да, то есть мы вот поделили на 3 сектора, либо на 3 части, так скажем. Итак, 35 разделить на 5 будет у нас 7. 2 части на боковые это 7 на 2 14, 14 и центральная у меня будет 7 петель. Итак, я отсчитываю 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. И вешаю маркер. Раз, одна часть. По центру у нас с вами 7 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Итак, вот здесь второй маркер. Итак, все. Разделили мы с вами петли по частям. И приступаем к вывязыванию чашки пятки. Чашка пятки вяжется несложно. Главное запомнить принцип. Итак, петли первой части мы провязываем все лицевыми. До маркера вяжем все лицевые петли. За правую стенку не забываем. Перебрасываем маркер. И провязываем на центральной части, провязываем только 6 петель. Не все 7, а только 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Седьмую петлю пока мы с вами перекинем на правую спицу. Для того, чтобы убрать маркер. Итак, маркер я убрала и возвращаю эту петлю на место. Вот так. Теперь последнюю петлю центральной части провязываем вместе с первой петлей следующей боковой части. За правые стеночки провязали. И сразу провязываем еще одну петлю. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем. Дальше вяжем петли центральной части изнаночными, не довязывая до маркера последнюю петлю. Итак, вот последняя петля осталась. Я ее пока перекину на правую спицу. Маркер снимаю. Петлю возвращаю на место. И последнюю петлю центральной части провязываю вместе с первой петлей боковой части. За правой стеночки провязала и следом еще одну петлю. Разворачиваю вязание и повторяю первый, второй ряд, то есть лицевой и изнаночный. Первую петлю снимаю. Провязываю все петли центральной части, не довязывая последнюю петлю. Здесь уже вы обойдетесь без маркеров. Вот здесь у нас уже будут между частями зазоры. Здесь вы уже не ошибетесь. Итак, последняя петля центральной части. Я ее провязываю вместе с первой петлей
боковой части. Вместе провязали и следом еще одну петлю. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем, провязываем все петли изнаночными. Это у нас с вами центральная часть, не довязывая одну петлю. Одна петля у нас осталась, и мы эту последнюю петлю центральной части провязываем вместе с первой петлей боковой части и следом еще одну петлю. И далее вяжем по лицевой и по изнаночной стороне, захватывая петли боковых частей, пока у нас на спицах не останется ни одной петли из боковых частей. Да? То есть у нас все петли будут именно центральной части, то есть нашей чашки. Отвязали чашку пятки. У меня на спицах 21 петля. Теперь я делю эти петли пополам, так как они у меня ровно не делятся. То есть на одной части у меня будет половинки 11 петель, на другой 10. Итак, провязываю 11 петель, вешаю маркер. Маркер у меня будет обозначать начало ряда. И провязываю следующие 10 петель. Далее переходим к формированию клина подъема. Клин у нас, девочки, здесь будет не стандартный, то есть тот клин, к которому мы привыкли, который идет вдоль внешней части стопы. А здесь у нас будет вот такой, как его называют, антиклин. То есть он у нас будет параллельно подошве. Вот если я вот так вам сейчас покажу. Вот видите, как он идет. Вот он. Параллельно подошве. Тоже вяжется не очень сложно, так что не пугайтесь. Так, для этого я по краю стенки пятки, вот из кромочной петли, вот у меня косичка, подниму 16 петель, так как я высоту провязала 32 ряда. То есть каждая петля кромочная образуется путем провязывания двух рядов лицевого ряда и изнаночного ряда. Это для новичков, потому что были такие вопросы. Почему вы отвязали 32 ряда, а поднимаете всего 16 петель? Так, и приступаем к подъему петель по краю стенки пятки. Мне надо поднять 16 петель. Итак, вот у меня первая кромочная петля. Поднимаю, подтягиваю нить. Раз. Затем следующая кромочная. Беру сразу за 2 дольки. 2. 3. 4 и так далее. 16 петель. Итак, подняла я 16 петель и поднимаю еще одну дополнительную петлю. Поднимать я буду, девочки, вот с помощью крючка. Смотрите, у нас еще вот здесь осталась одна петля. Вот она. Это была изнаночная, помните, да, последняя изнаночная, которая у нас ушла в кромочную. И вот кромочная, которая мы уже провязали. И между ними вот так вот, видите, вот такая ножка. Вот мы ее приподнимаем и вводим крючок в середку. Вот таким образом. Можно сразу нить взять. Но я еще, девочки, вот сзади за ближнюю дужку, вот изнаночной петли, подхватываю и через эти 2 петли вытягиваю рабочую нить. То есть я уже буду уверена, что здесь дырочки у меня не будет. Вот видите, никаких дырочек здесь ничего нет. Итак, 16 я подняла, плюс 1 петля дополнительная, 17 петель. И плюс 10 петель у меня было на спице от начала вязания. То есть здесь у меня 27 петель.
Перехожу к верхней части. И здесь мы поднимем также одну дополнительную изнаночную петлю. Поднимать будем, девочки, из протяжки. Смотрите, вот она у нас протяжка. Вот мы ее накидываем на спицу и за переднюю стеночку скрещенная изнаночная вот таким образом провязываем. И дальше берем схему узора. Вот смотрите, у нас с вами по схеме узора одна изнаночная петля, помните, да? Но когда мы перед тем, как вывязывать стенку пятки, мы со второй, вернее с первой спицы последнюю изнаночную петлю перекинули вот на первую спицу. Поэтому у нас сейчас здесь 2 изнаночных. Не одна, как должна быть по схеме узора, вот она, а вот 2. То есть мы вводим с вами сейчас дополнительно еще одну вот эту графу. Видите? И будем уже провязывать в начале верхней части, еще будем провязывать по схеме узора вот по этой графе. А дальше, так как у нас с вами здесь 3 раппорта узора, вот первый раппорт мы начинаем вот с этой петли, а второй и третий начинаем как положено вот отсюда. Вот здесь вот, девчат, не запутайтесь. И еще плюс дополнительные изнаночные петли. Одна в начале и одна в конце. Так, надеюсь, понятно объяснила. Итак, дополнительную петлю мы провязали. Теперь по схеме узора у нас дополнительная графа идет изнаночная петля. И дальше наш раппорт узора. Изнаночная одна, затем перекрещивание идет влево. Подтянули нить, провязали 2 вместе. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Перекрещивание вправо. За правой стеночки 2 вместе, затем первую петлю и 2 изнаночных. Вот наш раппорт узора. Вот, все. Далее этот раппорт повторяем еще 2 раза. И последний вот здесь у нас по схеме узора 2 изнаночных петли. Провязали последние 2 изнаночные петли раппорта узора по внешней части и делаем еще одну петлю дополнительную, протяжечку, девочки, вот так подхватываем и изнаночная скрещенная ее провязываем. И теперь смотрите, у нас здесь 3 изнаночных петли и здесь 3 изнаночных петли. То есть у нас с вами все симметрично. Все симметрично. Главное, чтобы вы вот здесь не запутались. Раппорт начинается у нас вот с этой петли. То есть вот здесь видите, да, вот эта вот графа, она выделена черным, прям черным. Это у нас дополнительная графа. И ее провязываем только в начале. Вот здесь в самом начале. То есть дополнительная изнаночная, первая и последняя, они у нас будут всегда изнаночными. А вторая петля после дополнительной петли, она у нас будет по схеме узора вот из дополнительной графы. Так, все, переходим теперь на следующую стеночку пятки. И также, девочки, поднимаем петли. С помощью крючка я нахожу вот кромки свои, кромочные петли. Вот у меня одна. И вот у меня, девочки, вот она. Видите? Самая первая кромочная петля. И вот следующая. Вот. И между ними
Вот это ножка. Вот она. Я ее немножко подтягиваю. Вот, чтобы видно было промежуточек между ней. Так как здесь 2 петли, вот он промежуточек. Ввожу крючок, вывожу на изнаночную сторону, подхватываю дужку такой близлежащей. Вот петли подхватываю и через них протягиваю нить. И прям подтягиваю. Вот, все провязала. Так, теперь я перекидываю эту петлю на спицу. И, девочки, прям туго-туго подтягиваем, чтобы у нас здесь была изнаночная не очень слабая. И здесь не было дырочки. Все, подтянули. Это у нас с вами дополнительная петля. И начинаем поднимать петли за... Вот у нас косичка. За кромочные петли. 1, 2, 3 и так далее. 16 петель. Подняли 16 петель. И до маркера начала ряда вяжем все петли лицевыми, девочки. Вяжем за правые стеночки. Довязали, маркер перекинули. И следующий, второй ряд, это у нас был с вами первый, где мы поднимали петли по краю стенки пятки и провязывали по внешней стороне первый ряд. Следующий, второй ряд, по подошве провязываем все петли лицевые, а по внешней части вяжем по схеме узора. Довязали второй ряд. И приступаем к третьему ряду. С третьего ряда мы начнем делать убавки в клине подъема. Итак, так как у нас будет неоклассика, да, не классический клин подъема, что мы делаем? Смотрите, у нас от маркера по чашке пятки было слева 10 петель. Я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И дальше мы поднимали уже петли по краю стенки пятки. Здесь я для удобства, кому неудобно, можно повесить маркер. Вот, чтобы ориентироваться. И делаю убавку. Убавку делаю путем провязывания 2 петель вместе с наклоном влево. То есть с наклоном к верхней части. Итак, вот я их разворачиваю левой стенкой к себе. И за правую стеночку провязываю. 2 вместе. Вот таким образом. Все, убавочку сделала. Одну. И дальше по подошве вяжу все петли лицевые, а по внешней части я буду вязать по схеме узора. Только не забываем, у нас по внешней части первые и последние дополнительные петли у нас все время изнаночные. И в начале у нас добавляется еще одна графа. Девочки, еще раз напомню вам. Итак, вот здесь у нас будет дополнительная изнаночная. Вот у нас третий ряд. И после нее провязываем еще одну изнаночную. Вот эту изнаночную петлю. А затем уже вяжем 3 раппорта. Вот по 12 петель. И последняя петля у нас также будет изнаночная. Отвязали узор по внешней части. И переходим к подошве. У нас здесь было поднято 17 петель. 16 петель мы поднимали по краю стенки пятки и 17 дополнительная. Кому неудобно, сразу может отсчитать и повесить маркер. Можно сделать следующим образом.
Так как у меня 17 петель, я провязываю сначала 15 петель, то есть не довязывая 2 петли. 1, 2, 3. Итак, 15 петель отвязала. А вот эти 2 петли, девочки, вот эти 2 петли я провязываю вместе с наклоном вправо, то есть с наклоном к внешней части. И посмотрите, как я провязываю. Первую петлю провязываю лицевой, затем я ее перекидываю на левую спицу, следующую вторую петлю поднимаю и накидываю на эту провязанную петлю. Затем я перекидываю петлю снова на правую спицу. И дальше вот здесь вот уже можно повесить маркер. Все, дальше уже будем на него ориентироваться. И у меня здесь 11 петель. 1, 2, 10, 11. Все, довязали ряд до конца. Маркер перекидываем. И следующий 4-й ряд. По подошве мы все петли провязываем лицевыми. По внешней части вяжем 4-й ряд по схеме узора. Отвязали 4-й ряд и переходим к 5-му ряду. Вот я уже провязала несколько петель, почти дошла до маркера. Итак, в 5-м ряду провязываем по нижней части от маркера все петли лицевые до маркера, да? То есть 10 петель у меня, маркер перекидываю и делаю убавку клина. Разворачиваю петли левой стенкой к себе и за правой стеночки эти 2 петли провязываю вместе. Сделала убавочку. Все. И далее остальные петли по нижней части провязываю все лицевыми петлями. Все, провязала, разворачиваю вязание на верхнюю часть, провязываю верхнюю часть по схеме узора. Переходим на подошву и провязываем все петли лицевые, не довязывая до маркера 2 петли. И на этих 2 петлях делаем убавку. Сначала провязываю первую петлю, снимаю, перекидываю ее на левую спицу, вторую петлю подхватываю и накидываю на провязанную. И провязанную петлю переснимаю на правую спицу, петлю подтянула. Все, убавку я сделала. И дальше до маркера 11 петель у нас остается. Вяжем все петли лицевые. Следующий 6-й ряд. По нижней части стопы все петли вяжем лицевыми, по внешней части по схеме узора. Формируем клин подъема через ряд. В нечетных рядах делаем убавку, в четных рядах провязываем все петли лицевые. И таким образом мы убавляем петли, пока у нас на нижней части не останется 33 петли. То есть на левой половинке у нас должно остаться 16 петель на левой спице, да, получается. И на правой половинке у нас должно остаться 17 петель. Для размера 36-37 я делаю убавки, пока на нижней части не останется 31 петля. Итак, по верхней части у нас 39 петель и плюс 33 у нас получается 72 петли. То есть такое же количество петель, как мы изначально набирали. Для размера 36-37 я уменьшила на 2 петли. В принципе, можете не уменьшать. У кого нога широкая, можно даже и не уменьшать. После того, как сформировали клин подъема, переходим к вывязыванию длины стопы. Какую же длину вязать? Ну, для размера 38-39 я
отвязала, девочки, смотрите, 19 сантиметров. У меня отвязано 19 сантиметров. Я отвязала 3 полных раппорта. 3 полных раппорта для моего размера 38-39. Этого достаточно. Для носков на 37 размер, 36-37, у меня тоже отвязано полных 3 раппорта. Но не забываем, что те носки на меньший размер я вязала спицами меньшего размера. Если кто вяжет на себя, берем ориентир, вот мизинчик. Вот, довязали до мизинчика, вот до этой перемычки и остановились. Все. Ну, а те, кто для кого-то вяжет, конечно же, тогда уже измеряете длину сантиметровой лентой. Отвязала необходимую длину стопы. Вот здесь у меня 19 сантиметров. Так, девочки, теперь смотрим. У нас на верхней части 39 петель, на нижней части 33 петли. Для урегулирования количества петель мы сейчас с верхней части первую изнаночную и последнюю изнаночную скинем на нижнюю часть. Итак, маркер начала ряда у меня по центру. Пока он у меня еще остается по центру, затем я его перемещу немного левее. Итак, приступаем. Вот от маркера начала ряда я провязала нижнюю часть, перехожу на верхнюю часть. Первую лицевую изнаночную петлю я провязываю лицевой петлей и перекидываю ее на нижнюю часть, эту петлю. Далее все петли, не довязываю последнюю изнаночную петлю, я провязываю по верхней части лицевыми петлями. Осталась одна изнаночная петля, и я ее также перекидываю на нижнюю часть. Разворачиваю вязание на нижнюю часть, то есть на подошву, и по подошве все петли провязываю лицевыми петлями. Довязали до маркера начала ряда, и следующий ряд также провязываю все петли по кругу лицевыми. Довязали до маркера начала ряда. Маркер мы снимаем и переместим его немного левее, а все петли провязываем лицевыми. Довязали петли, и маркер начала ряда, девочки, повесим вот сюда. Здесь у нас будет с вами начало вязания. То есть мы его от центра подошвы переместили немножко левее, на границу между верхней и нижней частью. Так нам будет удобнее. Итак, сейчас у нас на спице по верхней части 39 минус 2 37 петель, а по нижней 33 плюс 2 35 петель, то есть разница в 2 петли. Поэтому сейчас мы по верхней части сделаем одну убавку, только по верхней части. Итак, первую петлю провязываем лицевой, вторую и третью петли разворачиваем и провязываем вместе с наклоном влево. Далее вяжем все петли лицевыми по верхней части, не довязывая последние 3 петли. Осталось на спице 3 петли, и первые 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Я провязываю следующим образом. Первую петлю провязываю, перекидываю ее на левую спицу, вторую петлю накидываю на нее и затем переснимаю петлю на правую спицу. Итак, я сделала убавку с наклоном вправо и 1 лицевая. Итак, убавку по верхней части мы с вами сделали. Сейчас у нас на спицах 35 петель. Разворачиваемся на нижнюю часть и все петли по нижней части провязываем лицевыми петлями.
Провязали петли по нижней части без убавок. И следующий ряд после убавки также провязываем по кругу, по верхней и по нижней части, все петли лицевые. Вяжем второй ряд после убавки, петли все лицевые. Далее приступаем к убавкам как по верхней части, так и по нижней части, так как у нас одинаковое количество петель. Это 35 петель на каждой из частей. Убавки делаем аналогично, как мы делали сейчас убавку только по верхней части. По своим расчетам я оставляю на мыске 9 петель. Поэтому я убавляю 7 раз через ряд. И затем 6 раз в каждом ряду. То есть через ряд в нечетном ряду я делаю убавку, в четном ряду все петли провязываю лицевыми петлями. А в каждом ряду, следовательно, я в каждом ряду делаю убавку. Итак, начинаем делать убавки по верхней и по нижней части. Первую петлю я провязываю лицевой, вторую и третью разворачиваю и провязываю вместе с наклоном влево. Далее все петли вяжу лицевыми, не довязывая последние 3 петли. Осталось 3 петли и делаю убавку с наклоном вправо. Первую петлю провязываю, затем перекидываю ее на левую спицу, следующую петлю накидываю на провязанную и эту петлю провязанную петлю переснимаю на правую спицу и лицевая петля. Итак, по верхней части мы сделали убавки. Разворачиваем вязание на нижнюю часть, то есть на подошву, и делаем убавки аналогично первой части, верхней части, вернее. Первую провязываю, вторую и третью петли разворачиваю левой стенкой к себе и за правой провязываю с наклоном влево. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая последние 3 петли. Осталось 3 петли. Первую петлю я провязываю, затем перекидываю ее на левую спицу, вторую петлю накидываю на нее и эту петлю переснимаю на правую спицу и лицевая петля. Итак, убавки по нижней части мы сделали. Следующий ряд провязываем все петли по кругу, как по верхней, так и по нижней части, лицевыми петлями. И так я делаю 7 убавок, то есть у меня будет 14 рядов. 7 рядов с убавками и 7 рядов без убавок. И далее 6 рядов провязываю, делаю убавки в каждом ряду. И на спице у меня должно остаться 9 петель. Итак, девочки, это для 38-39 размера. Для размера 37, 36, 37 после того, как мы с вами сформировали клин подъема, у нас на нижней части остается 31 петля. 31. На верхней 39 петель, так же, как и в размере 38-39. Поэтому мы с вами перекидываем здесь уже не по одной петле в начале и в конце. Вот здесь у нас по одной изнаночной, а перекидываем по 2 петли. 2 петли перекинули в начале верхней части и 2 петли перекинули на нижнюю часть в конце. То есть и у нас с вами получается 39 минус 4 будет 35. И по нижней части 31 плюс 4 тоже будет 35 петель. То есть у нас будет сразу одинаковое количество петель как по верхней части, так и по нижней части. И количество убавок делаем такое же, как и сейчас мы делаем в размере 38-39. 7 раз через ряд и 6 раз в каждом ряду. И останется у меня 9 петель. Это для размера 36-37.
Закончили формировать макушку. На каждой из спиц сейчас у нас по 9 петель. Обрезаем нить длиной 15-20 сантиметров, вдеваем в иглу и приступаем к сшиванию петель мыска. Все петли на спицах направлены к нам правой стенкой. Это обязательное условие. Сначала работаем с петлями первой спицы, затем переходим на петли второй спицы. Итак, петли первой спицы. Ввожу иглу от себя, подхватываю стеночку петли, скидываю ее, затем на себя в петлю, которая на спице. Вытягиваю нить, немножко подтягиваю. Теперь переходим к петлям второй спицы. Здесь наоборот. Сначала на себя сбрасываю петлю и затем от себя. Вытягиваем нить, немножко подтягиваем. И переходим к петлям первой спицы. От себя сбрасываем на себя в петлю, которая на спице. Подтянули. Переходим к петлям второй спицы. На себя сбрасываем и от себя в петлю, которая на спице. Подтягиваем. И таким образом, переходя с петель одной спицы на петли другой спицы, мы с вами сшиваем петли мыска методом петля в петлю. От себя на себя подтянули ниточку, на себя, от себя. И так далее. Закончили сшивать. И вот посмотрим, что у нас получилось с вами. И вот такой мысочек получился аккуратненький. Далее выводим иглу на изнаночную сторону. Я обычно ввожу вот сюда, вот в эту петлю, и вывожу иглу на изнаночную сторону. У нас с вами получается вот такая вот вытянутая петля, но по изнанке мы ее сейчас поправим. Вот смотрите, у нас вот здесь петля есть, вот она. Вот ее я немножко подтягиваю. Вот она. Подтянула, ввела в нее иглу. И вот таким образом мы ее сейчас закрепим. И далее вот в эту дорожку я прячу нить. Через одну петлю, можно через две, аккуратненько прячу нить. Спрятали ниточку, и вот посмотрите, здесь у нас уже петля не так сильно торчит, да? Вот она, все. Так, вот так выглядит у нас с вами мысочек. Вот такой вот аккуратненький. Такой аккуратный ленточный мысок. Так, и затем прячем нить от начала вязания, кончик. Я его обычно прячу вот в дорожку из лицевых петель. Сначала застеночки петли в одну сторону вниз, затем застеночки петли в другую сторону, и обрезаю нить. И все, девочки, и носок с вами у нас готов. Итак, девчата, я провела уже влажно-тепловую обработку, то есть постирала носочек, и я его высушила. Свои носочки я обязательно сушу на блокаторах, поэтому они приобретают вот такой, посмотрите, красивый, скажем так, товарный вид. Надеюсь, данный мастер-класс оказался для вас полезен, и вы обязательно свяжете для себя и своих близких такие прекрасные носочки.
На этом я с вами буду прощаться. Всем творческих успехов, дружных спиц. Вяжите с любовью, носите с удовольствием. Пока-пока, до новых встреч!